start with the meditation. So sit in 5-point or 8-point posture. Cross-legged. Hold your energy, contain the energy by sitting cross-legged. If you're sitting on a chair, be semi-cross-legged. Keep your spine straight. Chest open. Chin slightly down. Eye to the level of the nose. Hand in equalized position. But completely rest. And those who are new in this posture or finding holding this posture difficult, then sit comfortably, whichever way you want to. Bring your full attention Направьте все свое внимание now and here сейчас и здесь in your body, на свое тело, full awareness in your body. полное сознание на свое тело, Like bringing the light of awareness как in your будто вы наводите body свет and сознания wherever на свое тело, pain, blockages, discomfort, и effort, где у вас subtle есть боль, efforts, дискомфорт, you усилия, all преграды, illuminate блоки. them, Этот цвет release освещает them, эти места, clear them with awareness. высвобождает, проясняет это осознание. Allow yourself to fully rest Позвольте себе in your полностью body погрузиться в состояние in deep покоя в своем stillness. теле, глубокую неподвижность. Feel that stillness Чувствуйте этот покой. and gradually be aware И of постепенно stillness переходите of к being. осознанию покоя You бытия. are that stillness. Вы являетесь этим It's покоем. not just the absence of noises, but there is a presence of awareness, the presence of light, the presence of joy in that silence. Be aware, and if you feel any effort in that silence, be aware of that too. Breathe it out. Each exhalation, go deeper, deeper, deeper in that silence and fully rest.
Third, bring your attention to your heart, to your mind. Be aware of openness of your heart, your mind, the spaciousness of your heart and mind. Like a crystal clear sky. Это как кристально ясное небо. See the image, feel that energy. Старайтесь видеть этот образ, чувствовать эту энергию. Rest in that sacred space. Погружаться в это священное пространство. Bring the light of awareness. Направьте свет осознания Sacred space in your heart. на это священное пространство в вашем сердце. Space is not just absence of things or Пространство — это не просто отсутствие чего-то, мысли и эмоций, но это присутствие сознания, присутствие света. be aware of illuminated heart. Сознавайте, что ваше сердце светилось, And fully rest и полностью покойтесь in that spacious, luminous heart. в этом пространственном, освященном сердце. Если вы чувствуете какие-либо усилия, осознавайте их. Выдыхайте, погружайтесь глубже. И продолжайте глубоко дышать. Вы можете использовать каждый выдох для того, чтобы выпускать любые усилия, которые есть в вашем теле, речи и ума. В теле, речи и уме, в этих трех вратах. Из этого глубокого места покоя размышляйте над своей жизнью как часть очистительной практики девятикратного очистительного дыхания. Во время трех первых дыханий вы очищаетесь от злости, во время вторых трех от привязанности, и во время последних трех вы очищаетесь от неведения. И это практика девятикратного очистительного дыхания. Для того, чтобы это сделать,
Сначала направьте полное сознание на свою жизнь с точки зрения вашего отношения к этим 3 коренным ядам, дуксум по-тибетски. Какая у вас история взаимоотношений с этими 3 коренными ядами? Какие у вас есть истории с ними связанные? В какой степени вы их несете? В какой степени вы их накапливаете? Накапливали? В какой степени вы не знаете о них? В какой степени вы их подавляете? В какой степени вы преувеличенно их выражаете? И в какой степени они влияют на вашу жизнь? В какой степени они влияют на вашу работу, профессию? Насколько эти 3 яда влияют на ваши отношения с другими, особенно с родными людьми, в семье, любимыми? Насколько эти 3 коренных яда влияют на ваше здоровье, на ваше благосостояние, на ваши финансы, на вашу креативность, на ваши проекты, на вашу внутреннюю радость, на ваш внутренний покой, на вашу внутреннюю креативность. Важно размышлять над собственной жизнью, и на это мы направляем нашу практику, мы ее соединяем с нашей жизнью. Итак, сначала история злости. Осознавайте вашу историю злости, историю отношений со злостью. Злость, которую вы замечаете, которую вы хотите преодолеть, а также злость, которую вы не замечаете. Злость, которую вы замечаете, но подавляете, и потому что вы не знаете, как ее выразить, как ее чувствовать. Вот эти подавленные, невыраженные, непереработанные виды злости блокируют ваш правый канал, и это создает блоки в вашем теле. Просто поразмышляйте, либо в профессии, либо в семье, в личной жизни, в вашем отношении к еде, к физическим упражнениям, к вашему настроению. Поразмышляйте глубоко. Не попадайтесь в ловушку истории, но размышляйте над историями злости для того, чтобы соединиться с ветром злости, который есть в вашем теле. Цель такова. Цель не в том, чтобы преследовать, докапываться до источника и выяснять, кто прав, кто не прав. Цель только установить связь с ветром и пробудить вот эту энергию и это осознание в вашем правом канале. И сейчас мы проделаем очистительное дыхание, чтобы действительно удалить эти преграды. Так мы пробуждаем осознанность, соединяемся с этим.
Давите большим пальцем на основание безымянного, плавно давите на ноздрю безымянным пальцем. И когда вы вдыхаете, следите за тем, чтобы воздух опускался глубоко до места соединения. Потом мы выдыхаем из другой ноздри и делаем это 3 раза. Чувствуете, что правый канал раскрывается, там есть больше открытости. В этой открытость направьте свет осознания, и теперь правый канал наполняется светом. Наполняется силой, возникает чувство живости, энергия течения, ветер мудрости, ветер метода, ветер ясности. And feel the differences, what you worked already and what you have not. И теперь почувствуйте, над чем вы уже поработали, над чем еще нет. Differences between the right channel and left channel, you can feel the differences. Вы можете чувствовать разницу между правым и левым каналом. Теперь подумайте еще раз о своей жизни также, но в связи с привязанностью, а не со злостью. Привязанность к хорошим вещам, таким как семья, вещи, которые вы любите, или привязанность к плохим вещам, таким как отождествление с болью, самоотождествление с болью, привязанность, которую мы выражаем, привязанность, которую мы подавляем, привязанность, которую мы осознаем, и привязанность, которую даже не осознаем. Вы честно, искренне размышляете над своей жизнью, храбро, замечая все это.
И также замечайте, как это на вас влияет, как оно на вас влияло раньше. Чувствуйте эту энергию в вашем левом канале. Блоки. Теперь надавите на основание левого безымянного пальца и надавите на левую ноздрю и вдыхаете через правую. Воздух опускается до самого низу, и вы выдыхаете из левой ноздри. Осознавайте это раскрытие, открытость, прояснение, избавление от привязанности, от блоков в левом канале, с левой стороны тела. Вы направляете свет осознания в это священное пространство открытости в левом канале и чувствуете, как левый канал наполняется светом, силой. Там возникает живость. Вы чувствуете, что центр вашего тела более открыт, больше наполнен энергией. И чувствуете разницу, что чувствуете, что два боковых канала намного более открыты и наполнены силой, чем центральный. Сейчас последние 3 цикла дыхания. Подумайте еще раз о своей жизни. И самое важное – это эмоция неведения, отсутствие самоосознания, самопостижения, всевозможные сомнения в себе, сомнения в жизни, сомнения в важных моментах жизни, сомнения в важных людях нашей жизни. То есть сомнения, которые всячески проявляются из-за отсутствия внутреннего постижения. Вот что такое неведение. Замечайте свое неведение в различных областях, в области профессии, семьи, на личном уровне. Какая у вас история взаимоотношений с неведением?
Сейчас вдыхайте через обе ноздри, ясный чистый воздух, и он поднимается вот так вверх, потом опускается вниз до корня, входит в центральный канал. Когда вы выдыхаете, из ноздрей энергия, ветер выстрелит вверх через центральный канал и выходит здесь и устраняет все преграды неведения. Чувствуете это? 3 раза. Чувствуйте эту открытость, раскрытие в центральном канале от корня до макушки. Этот голубой канал, прозрачный, ясный, открытый. Он наполняется светом. Когда вы полностью присутствуете и осознаете его. И сейчас направьте свет осознания на эти 3 канала в центре вашего тела, в стержне вашего тела. Чувствуйте, что эти каналы наполнились светом, и благодаря этому в центре вашего тела есть ощущение света, силы. Вы чувствуете силу, присутствие ее. Чувствуете это как такой луч света в центре вашего тела. Погружайтесь в это светящееся пространство, в то время как мы будем петь гуру-йогу. И представляете и чувствуете присутствие Тапихрицы в небе перед вами, и он представляет всех мастеров прошлого, настоящего и будущего. Мы обращаемся молитвой: помоги мне, помоги нам познать нашу собственную природу и преодолеть все препятствия. Из этого глубокого открытого места каналов мы поем гуру-йогу 1 раз. Jada
I pray to you, beloved Root Lama, O precious one, grant me the blessings to recognize my own true nature as a Buddha. Сейчас представьте и почувствуйте, что из лба Тапихрицы излучается белый свет и входит в ваш лоб, из горла излучается красный свет в ваше горло, из сердца синий свет в ваше сердце, и вы так получаете посвящение тела, речи и ума через эти три луча света, белый, красный и синий. Из этой непрерывной линии преемственности тепло благословения приходит в эти три центра наши, непрерывно. Чувствуйте это в вашем теле, в речи и в уме. И постепенно представляете, что Тапихрица растворяется в свете, и этот свет опускается и растворяется в вас, и вы становитесь, вы обретаете состояние мастера, становитесь неотделимым от сущности мастера. В этом единстве покойтесь полностью. В то время, как мы будем слушать мантру Салева, мантру ясного света, мантру природы ума, это будет нам помогать осознать и утвердиться, укрепиться в этом единстве нас и мастера, и найти это внутри.
Okay. So we have this is a Facebook Live also. So I want у нас приходит трансляция по Facebook, и я хочу также сказать, передать привет, сказать привет всем, всей международной киберсанхе, кто участвует с разных мест мира. Я очень счастлив, что передо мной нет ничего, никаких камер, никаких микрофонов. У нас есть новая система, похоже, что она хорошо работает. Хорошо работает? Хорошо. Никогда не знаешь. Так, всем добро пожаловать. И это вторая неделя нашего летнего ретрита здесь, в Сиринити Ридж, в Вирджинии, в США. Это вторая неделя. Всем добро пожаловать. Я просто скажу несколько слов. У меня будет возможность сейчас ответить на вопросы присутствующих, а также киберсанхи. Важность находить время для практики. Хочу сейчас сказать об этом. В нашей повседневной жизни мы очень заняты нашим телом. Мы перемещаемся с одного места в другое. Даже если у нас
есть выходной, мы делаем что-то по дому, мы ходим из комнаты в комнату, иногда не знаем, почему мы идем из одной комнаты в другую. Или же мы едем на машине, приезжаем в торговый центр и даже не знаем, зачем мы приехали. Также мы очень заняты в плане нашей речи. Мы все время что-то выражаем, что-то не очень ясное. Часто мы не можем выразить то, что хотим, более открыто. И наш ум полностью беспокоен в каждый момент. Очень много мыслей, 84 тысячи мыслей в день. И вы не знаете, когда вы думаете, когда вы не думаете, вы не знаете, что вы думаете, но вы думаете. Итак, мы это очень хорошо знаем. И причина, почему мы это делаем, это потому, что глубоко внутри у нас присутствует отсутствие связи с самим собой. И вопрос, который мы все задаем себе, нам нужно установить связь с собой, нам нужно постичь себя, узнать себя. И мы выходим в мир и стараемся найти эту связь. Для того, чтобы найти связь с собой, мы смотрим наружу, мы стараемся найти работу, посмотреть, поможет ли в этом она. Мы находим взаимоотношения одного партнера за другим, один развод хуже другого, и стараемся найти эту связь. Мы стараемся найти работу мечты, и она нам не нравится, мы не хотим ей заниматься. Меняем работу, меняем взаимоотношения, меняем все, чего мы искали после того, как находим. И просто потому, что мы ищем связи, ищем эту связь. Но связь, очевидно, снаружи, с миром, с людьми, с семьей, с друзьями, с обществом, социальное взаимодействие, конечно, это важно. Социальное взаимодействие сегодня один из полезных способов для долголетия, но социальные связи, семья, друзья, мы находим покой и связи с собой в этом. Мы находим связь с собой через что-то, с кем-то, через кого-то, через работу мечты, через какие-то креативные действия, проекты. Мы находим какой-то проблеск связи с собой. Я думаю, что поэтому они помогают нам в нашем благоденствии. Но представьте себе, если бы мы почувствовали связь с самим собой, действительно, и это намного гораздо лучше, и это то, что мы стараемся сделать, но в этом процессе мы очень утомляемся. Мы недостаточно отдыхаем, мы не высыпаемся, мы плохо питаемся, недостаточно двигаемся. И когда есть движение, то мы делаем что-то не так, принимаем неправильные решения, стараемся, когда используем свою речь, то есть насколько там присутствует качество покоя, любви, может быть, не очень много. Даже когда мы стараемся сказать комплимент кому-то, с одной стороны мы произносим комплимент, с другой стороны мы и критикуем. То есть, наконец, у тебя все хорошо, мы говорим, например. То есть, в принципе, мы говорим, что до сих пор все было неправильно. Всю жизнь все было неправильно. Это большая критика, но вы думаете, что вы говорите комплимент, когда говорите, что наконец у тебя все хорошо. И, то есть у нас есть неосознанность во всех областях жизни, и одна из главных причин явно в том, что есть такое ясное чувство недостаточного покоя, отдыха. Тогда мы приходим к учению и ищем гуру, общину, практику.
И когда мы находим все это, то мы ведем себя точно так же, как там, откуда мы пришли. Либо в харам-центре, либо где-то еще, наверное, ничего не меняется. И тогда ничего не работает. Что я имею в виду? Когда вы приходите к практике, это называют также духовным материализмом, когда вы приходите к практике, к учению, вы хотите что-то получить от нее на этой неделе. Вот те, кто приехал на вторую неделю, вы за этим приехали. То есть на второй неделе должно быть больше сока. Я просто шучу. Я уверен, что вы так не думали. Но что я говорю, люди обычно делают это, думают, что есть что-то, что можно получить от чего-то. И если вот сегодня утром мы начали практику с того, чтобы мы установили покой тела, речи и ума. И что мы можем получить от покоя тела, речи и ума? Что? Что-то? Покой, отдых. Но если мы хотим получить что-то из покоя или отдыха нашего тела, то вы ничего не получите. Ничего не получите. Если вы не способны погрузить свое тело, речь и ум в состояние покоя, тогда забудьте о 9-кратном дыхании в принципе, о том, чтобы правильно дышать, потому что это происходит в теле, которое недостаточно отдохнуло и в котором полный беспорядок, и ничего не будет работать. Даже когда мы практикуем, мы гонимся за тем, чтобы чего-то достичь, и везде, даже в монастырях. В храмах, монастырях. Очень много ритуалов, формальностей. Очень много всего делается, и теряется чувство смысла и покоя. Или же так много изучается, и забывают чувство пространства ума, ум наполняется усилиями. Люди стараются визуализировать очень много сложных вещей. Я не говорю, что в этом нет ценности, визуализации, я этого не говорю. Я говорю, что для того, чтобы визуализировать хорошо, нужно прийти в состояние покоя. И, может быть, если вы хорошо пришли в состояние покоя, то вам и не нужно будет визуализировать. Это называется опыт, который возникает спонтанно. Опыт, который возникает спонтанно, он возникает только тогда, когда вы полностью в покое, в состоянии покоя. Если даже посмотреть на нашу позу, вот сегодня я говорил о позе, о 5 аспектах позы. На первой неделе, когда мы пытались это делать, когда мы сидели вот так, конечно, мы говорили о том, что нужно приложить некоторые усилия для этого. Да, небольшое усилие имеет смысл. Почему? Просто потому, что вы обычно так не сидите. Это новое для вас. И сидеть в более хорошей позиции требует усилий, а сидеть в более плохой позиции естественно для вас. Блаженство. Как вы думаете, позвоночник для этого, он устроен, чтобы так, в таком положении находиться? Он для этого не приспособлен, он прямой. Энергии должны течь прямо. И в естественном положении они текут прямо. В естественном положении наша грудь раскрыта.
В естественном положении мы не теряем энергию, мы ее в себе содержим, потому что это тело — это контейнер. Оно должно вмещать в себя биологические энергии, которые нам нуждаются, которые нам нужны, чтобы они нас питали, защищали, и чтобы мы могли расти. То есть эта поза — это просто естественное положение. Но позы, в которых мы обычно сидим, они неестественные, это неестественная поза. Это плохие привычки, поза плохих привычек. И требуется время. То, что вам кажется естественной позой, но это плохая поза, требуется время для того, чтобы переключиться на естественную позу, и требуется для этого некоторые усилия и время, да. Мы не можем здесь как бы устроить какие-то гонки. Это фундаментальные основы любого духовного развития, любой практики, и особенно для учения по тумо и для всех учений по самотрансформации. Все это основывается на структуре, на базовых структурах нашего тела, наших энергий и связи с нашим умом. Если мы будем слишком торопиться с этим, так как мы торопимся на работе, ничего не выйдет. Итак, что я говорю здесь, когда вы занимаетесь духовной практикой, делайте это от сердца, не устраивайте гонки, не думайте, что вам нужно куда-то приехать, потому что вам не нужно никуда приезжать, вы уже приехали. Это вопрос скорее осознания. Осознание не может произойти, когда вы куда-то зачем-то гонитесь. Еще также, когда вы гонитесь, вы стараетесь быть занятыми. То есть, как у меня 5 аспектов в порядке, там 8 или 5 аспектов. То есть вы что-то путаете. И где право, где лево, как право, где... Я полностью запутался. То есть вы вкладываете много усилий ума. Когда вы вкладываете много ментальных усилий, то вы не способны глубоко размышлять над тем, что внутри, над 3 ядами. Все мы известны эти 3 яда: злость, привязанность, неведение. Нам всем они известны, мы мастера в них. Но знать действительно, как применять практику, я думаю, что это непросто. Даже когда мы применяем практику, вот даже когда вы выполняете практику и выдыхаете злость, вы говорите сами с собой внутри, но не осознаете. Снова говорите. Когда вы просто говорите, это не связь. Это не... Вы не осознаете эту эмоцию внутри. Почему вы не осознаете внутри? Потому что вы не поразмышляли над ней достаточно. Вы просто заняты тем, что вы изучаете упражнения, думаете, что это главное, и вы повторяете упражнения внутренним голосом для того, чтобы сделать правильно. И когда вы это делаете, вы думаете, что все хорошо, но вы не выполнили практику. Выглядит так, будто вы выполнили, но на самом деле нет. Потому что нечего выдыхать. Это не так, что злость нужно обнаружить где-то. Это не так, что нужно, так же, как в больнице удаляют опухоль. Это все равно, что проделать операцию для удаления опухоли, то есть разрезать тело, но не удалить опухоль и сказать, что все уже сделано. Вы даже не нашли опухоль. Вам нужно ее найти. И даже когда вы найдете ее, это не так просто. Это может потребоваться целая жизнь.
люди, которые совершали действительно такое духовное путешествие, для этого им требовалась целая жизнь или много жизней, для того, чтобы найти один коренной яд. Есть много видов злости, привязанности и неведения, и вы даже не подозреваете, что они у вас есть, потому что, наверное, ваш муж или жена сказал вам об этом 1000 раз, и вы уже глухи к этому. Но, может быть, есть такие виды злости, которые вы не понимаете. Может быть, вы вместе с женой или вы вместе с мужем в этом участвуете. Есть какие-то области злости, которыми вы наслаждаетесь оба, и не думаете, что над этим нужно как-то работать. Вы это называете беседой или чем-то подобным. Но вы не замечаете, что под этим что-то тоже скрывается. Нечто, что мы не знаем, это тоже злость. Или даже в очень тонком смысле, когда вы отдыхаете в парке и так далее, когда вы где-то сидите, очень удобно, и видите там детей, птиц и собачек, вы не чувствуете, что ваше сердце раскрывается. Детей вы не чувствуете в сердце. Эти собачки, щенки, они не раскрывают вам сердце. Почему? Потому что там есть блоки, и вы идете туда, чтобы расслабиться, но на самом деле не можете чувствовать расслабление, потому что там есть много подавленного, и вы сидите на своей гнилой кармической подушке злости. Когда вы сидите на своей гнилой кармической подушке злости, то ни дети, ни щенки вас не радуют. А иначе вы бы сидели и чувствовали все это. Я помню очень ясно, когда мой щенок был такого размера, я всегда его фотографировал. То есть, когда ко мне приходили люди, и у них были какие-то смурные лица, а когда они видели этого щенка, у них всегда лица освещались. Я иногда вижу людей в кафе, которые вот в таком состоянии, они не видят ни милого щенка, ну, видят только кофе, они просто приходят пить кофе, ничто их не трогает их сердце, у них очень много блоков. И вот все эти блоки, все виды злости, неведения, кто-то должен их узнать, заметить. Это вот главная цель этого учения. Готовность работать. Когда мы приходим в такое место, или когда вы идете к терапевту, мы туда идем, потому что из-за этого страдания, боли, запутанности, вследствие этих 3 ядов, они мешают нашей жизни. И вы приходите сюда для того, чтобы это преодолеть. Но иногда, может быть, это сомнительно для людей. То есть это не совсем так для людей. Они приходят сюда для того, чтобы убежать от них. Иногда я думаю, что люди приходят медитировать, и я думаю, что вы пришли поработать над этим, или же вы пришли убежать от этих ядов. Я знаю, иногда я чувствую, что многие люди приходят сюда для того, чтобы убегать от них. И откуда я это знаю? И от их неготовности думать об этом, размышлять над этим. И, конечно, на одну неделю, может быть, вы и сможете убежать,
Но затем вам нужно будет вернуться. И когда вы вернетесь, когда вы почувствуете снова запах вашей машины, вы подумаете, самсара возвращается. Это значит, что вы здесь ничего ни над чем не поработали. Но если вы сюда приезжаете и перерабатываете эти яды, вы становитесь более открытым, ясным, сильным человеком, у вас усиливается мотивация, у вас возрастает внутреннее сознание. Когда вы чувствуете запах своей машины, тогда он никак на вас не повлияет. Когда вы вернетесь в свою жизнь, по крайней мере, на какое-то время это не будет на вас влиять, потому что вы обрели какую-то мудрость и методы. Итак, находите время для того, чтобы посвящайте время тому, чтобы достаточно погружаться в состояние покоя и используйте практику. Может быть, кто-нибудь хочет задать вопрос, пожалуйста. У нас участвует много друзей со всего мира. You're holding the microphone, okay? Yeah. Yeah. So you talk about the. Can you hold closer and speak louder? I think it's off. Can you hear me? A little louder. Off? It's on. Okay. So you talk about being in a relationship and finding the piece of connection in somebody else, but it's better to find that connection in yourself. So can you say something about? Вы говорили об отношениях с кем-то, и что мы ищем так связь с самими собой. Но можете ли вы сказать, чем отличается поиск напрямую? Можете повторить? We look for connection through another person, and you're saying, well, it's better to look for that connection in yourself. So she wants to know if you could talk about, I'm looking for connection in myself, I find that, and now I'm in relationship. So what does that, what's the difference there? Yeah. То есть, если я нахожу связь с самим собой через взаимоотношения, то какое отличие от того, что я нахожу связь напрямую с самим собой, без взаимоотношений? Самое важное – это связь с самим собой. Конечно, в этом мире, если нам нужна работа, мы ищем работу, если нам нужны взаимоотношения, мы ищем взаимоотношения, и мы стараемся установить связь со всем этим. В каком-то смысле цель установления связи с чем-либо в жизни также это как поддержка для установления связи с самим собой. Но в процессе иногда мы устанавливаем связь с чем-то или с кем-то, но мы теряем связь с самим собой. И вот в это время мы страдаем. Мы страдаем в этих взаимоотношениях, и мы страдаем, когда мы теряем взаимоотношения, мы теряем после этого тоже. Но если этот процесс должен помогать вам установить связь с самим собой, или же вы находите связь с самим собой без установления связи с внешним миром, если вы находите более глубокую связь с самими собой, то это также гораздо больше помогает вам установить связь с другими. Когда вы связаны с самими собой, вы счастливы, когда у вас взаимоотношения. И вы наслаждаетесь взаимоотношениями, и вы чувствуете благодарными и везучими, и вы хотите, чтобы у вас эти отношения продолжались всю жизнь, потому что вы чувствуете связь с самим собой, или же по каким-то кармическим причинам, может быть, вы как йогин живете где-нибудь в пещере в несколько лет и планируете жить всю жизнь, и там невозможно искать отношения, там нет интернета, нет никаких компаний, там вообще никого нет. То есть я имею в виду людей. Но все равно йогин счастлив. Никаких взаимоотношений, а он счастлив. Счастлив. Ну, йоги это слишком далеко. Давайте поговорим о холостяках. То есть вот холостяки. Клуб холостяков, да? Подумайте о холостяках. Вы счастливы? Если вы действительно связаны с самим собой, то все холостяки, то есть вот холостяки, которые счастливы, они
наверное, гораздо более связаны с самим собой, и когда они счастливы с самим собой, то это привлекательно. Это привлекает людей. Людям хочется с вами установить связь, потому что они видят, что вы независимы, счастливы, чувствуете, что у вас все есть, чувствуете, что в вашей жизни есть какой-то смысл, не чувствуете, что вам обязательно нужно что-то. Но есть также возможность, что вы находитесь в отношениях, найдете отношения легче тогда. То есть есть различные кармические причины, конечно, но с точки зрения энергии у вас больше шансов найти взаимоотношения тогда. Вы счастливы с ними и без них. Не знаю, ответ ли это на ваш вопрос. Но я думаю, что во взаимоотношениях, когда у вас есть взаимоотношения с кем-либо, связь с самим собой – это главный ключ для того, чтобы построить близкие отношения. Например, люди, которые влюбляются в начале, затем они разводятся. Это означает, что от того, как они влюбились и до развода, произошел упадок. 100%, 90%, 80%, 70%, 0. И все заканчивается. Но с другой стороны, когда вы влюбляетесь, это как 0. Затем 10%, 20%, 30%. То есть ваша близкая связь углубляется. Это лучше. Потому что у вас есть связь с самим собой. То есть вы связаны с самим собой, и эти отношения больше поддерживают вас в том, чтобы обнаружить множественные измерения в этих взаимоотношениях. То есть вы видите в вашем партнере, какой прекрасный человек, какой он добрый, какой он сострадательный, какой он открытый, какой он дающий, как много он всего делает для меня. То есть вместо того, чтобы видеть все противоположное. Почему вы все видите в этом человеке? Потому что вы видите их в себе. Верно? Есть вопросы у кого-то? Okay, not yet. Oh, fine. Yeah, the one here. Когда я начала заниматься девятикратным очистительным дыханием и фокусировалась на чем-то, я очень сильно сфокусировалась на своем страхе смерти. Я сфокусировался на правом канале, когда я осознала злость, я поняла, что моя злость связана с моим телом, что я старею, я должна быть в более хорошей форме. И потом я поняла, что это также связано с моей связью с мужем. And he's very fit, and I always take shoulds from him too. And then when we got to the the central channel, когда мы дошли до центрального канала, я поняла, где находится мое невидение относительно моего тела, как заботиться о нем сейчас, и без связи с моим мужем, намного более открыто, и я осознала, что действительно было сильным, что мне нужно больше дышать. Это то, что вы сейчас говорили. То есть по мере того, как я старею, то есть я как будто получаю новое тело. То есть в связи со смертью и мне хочется использовать дыхание для того, чтобы присутствовать в своем теле. Это было очень сильно.
So the last one. Последний. Yes, thank you. When Lucia was Спасибо. talking about death, Когда Ринпоче говорил о смерти, came to me the я connection подумал, что through my relationship связь with my husband через мои is взаимоотношения very с мужем powerful очень and сильная positive и for позитивная me. для меня, But what I но sometimes come to иногда in my practice в моей практике я is прихожу к тому, что fear есть страх of losing that потерять and его feeling some и чувство loss какой-то потери, of the strength потери that I силы, receive from that, the way you just described которую я получаю от него, как вы это maybe описывали. that is Может быть, an indication to это work показатель того, more что нужно больше работать the power that it над gives me in силой, myself, которая есть focusing on the во мне connection, самой, а не wondering what you без say того, чтобы about получать от кого-то. how Yeah, to so use that. Phyllis, Как это использовать? what you're saying, your connection to your То есть вы husband, говорите, что it's ваша связь с beautiful, вашим мужем powerful, прекрасная, you сильная, fear about но вы боитесь losing that потерять connection, эту связь. and what was it, the next piece? And then losing some of myself. И я теряю немного сама yourself себя, also, yeah. чувство самой себя. So also talking about attachments in our body. Я также говорил о привязанности в наших телах. Прежде всего, To lose husband потерять or мужа lose или oneself, потерять себя, or attachment to the body. или привязанность к These телу, all это все are a very conventional sense of это identity we are talking about, обычное right? чувство We are talking самоотождествления, о которых мы говорим. our body, this body, Наше not тело, only это this тело. body. Clearly, you are Но not явно вы extra fats не in your body, э, or только, то есть, когда мы говорим, что вы не только это тело, мы не хотим сказать, что у вас есть какой-то дополнительный жир где-то еще. И ваше взаимоотношение, когда вы говорите, что я люблю эту сильную связь, вот у нас есть любовь между нами, и эта сильная связь, это никак не связано ни с его телом, ни с вашим телом, ни с присутствием его тела, и живет он или умер, это с этим не связано. Тысячи лет назад мастера, учителя, их благословение, связь с ними, их благословение бесконечно. Оно бесконечно течет даже в данный момент. Они никогда не умирают. И смерть отождествляется с потерей данного тела. Но это не только этим является ваш муж, не только этим является ваша любовь, и не только из этого происходит ваша сила, это вне этого. И для того, чтобы видеть это так, вам нужно также постараться увидеть то новое тело, о котором мы говорили, то есть обнаружить новое чувство себя. И то, что вне этого физического состояния. Но то, что наслаждается этим физическим состоянием, так же, как и во взаимоотношениях, то, что вне взаимоотношений, но также полностью ценит взаимоотношения также. Это, то есть это нечто вне всего, ему легче видеть то, что внизу, а то, что внизу, ему трудно понимать то, что вне всего, и это то, от чего страдает каждый практикующий. То есть мы все пришли сюда для того, чтобы получить опыт чего-то запредельного, и прилагаем для этого все усилия. Итак, спасибо. Сделаем посвящение. Ba
which is done through the three doors, and dedicated to the welfare of all sentient beings of the three realms, having purified all afflictions and obscurations of the three poisons, may we swiftly achieve the complete Buddhahood of the three bodies. Спасибо. Спасибо киберсанхе и особенно людям, которые работали над этим. Поле, конечно, которая помогает во многом в том, чтобы это устраивать. И также вся команда трансляции в Фейсбуке. И очень многие люди участвуют в организации этого. Всем большое спасибо. Увидимся с киберсангхой. Я думаю, что на следующей неделе не буду ничего делать, но через неделю мы продолжим в течение 4 недель или что-то такое. Спасибо.